Привет, друзья! Добро пожаловать на наш канал, где мы раскрываем самые удивительные тайны нашей планеты. Сегодня мы отправимся в самое сердце Сахары, крупнейшей пустыни мира, которая на протяжении тысячелетий хранит секреты исчезнувших цивилизаций, древних существ и даже следов космических катастроф. Сахара — это не просто бесконечные пески. Это гигантский архив истории Земли, который с помощью современных технологий начинает открывать свои тайны. Давайте разберем самые необычные находки, которые заставили ученых пересмотреть наше понимание прошлого, и попробуем понять, что они говорят о нашей планете и ее истории. Начнем с того, что Сахара — это не просто пустыня. Миллионы лет назад на ее месте плескались моря, текли реки, а зеленые равнины были домом для людей, животных и даже динозавров. Но климат менялся, и пески поглотили все, что здесь существовало. Целые армии, города и даже экосистемы исчезли без следа. Однако благодаря спутникам, дронам и археологическим экспедициям мы начинаем находить то, что казалось потерянным навсегда. И каждая находка — это как страница из книги, которую природа писала миллионы лет. Одной из самых впечатляющих находок стали крепости гарамантов в Ливии. В 2010 году спутниковые снимки показали более 100 древних сооружений, спрятанных под песками. Гараманты — загадочный народ, живший в Сахаре со II века до нашей эры до VII века нашей эры. Их история удивительна, потому что они процветали в условиях, где сегодня выжить почти невозможно. Как им это удалось? Они создали сложную систему подземных каналов, так называемых фогар, которые доставляли воду из подземных источников к их полям и поселениям. Эти каналы – настоящее инженерное чудо, ведь они позволяли орошать землю в сердце пустыни. Но когда водоемы иссякли, цивилизация гарамантов угасла, а их крепости и деревни поглотили пески. Интересно, что исследования этих крепостей были прерваны из-за революции в Ливии в 2011 году. Это напоминает нам, как хрупок процесс научных открытий. Политические потрясения могут остановить работу ученых, оставляя загадки неразгаданными. Но даже те данные, что удалось собрать, заставляют задуматься, насколько развитыми были древние народы. И что еще скрывается под песками, если мы нашли только малую часть их наследия? Теперь давайте перенесемся на миллионы лет назад, когда Сахара была ареной космических драм. Пустыня – идеальное место для поиска следов метеоритов, потому что здесь почти нет растительности, которая могла бы скрыть кратеры. Один из ярких примеров – кратер Камил в Египте, шириной 45 метров, но с богатой историей. Около 5000 лет назад сюда упал железный метеорит, и вокруг кратера до сих пор находят его обломки, разбросанные по песку. Это как космический пазл, который ученые собирают по кусочкам. Но Сахара хранит не только кратеры. Ливийское пустынное стекло – это, пожалуй, одна из самых загадочных находок. Около 29 миллионов лет назад метеорит ударил по пустыне с такой силой, что песок расплавился, превратившись в тонкие листы зеленого стекла. Это стекло настолько красиво, что древние египтяне использовали его для создания украшений. Например, в гробнице Тутанхамона был найден нагрудник со священным жуком-скоробеем, вырезанным из этого стекла. А еще один артефакт – кинжал из метеоритного железа. Доказывает, что египтяне, возможно, интуитивно чувствовали космическое происхождение этих материалов. Они не знали, что это следы метеоритов, но ценили их редкость и красоту. Задумайтесь, каково это – держать в руках кусочек стекла, созданный космическим взрывом 29 миллионов лет назад. Это как прикоснуться к истории Вселенной. И что еще удивительнее, кратер от того метеорита до сих пор не найден. Может, он скрыт под песками, а может, его уничтожила эрозия. Это одна из тех загадок, которые заставляют ученых продолжать исследования. Но Сахара — это не только следы космических гостей. Это место, где оживают истории древних культур. В Южном Египте, в районе Напта-Плая, археологи нашли каменный круг, который старше Стоунхенджа на 1000 лет. Около 6000 лет назад неолитические племена установили здесь массивные каменные блоки, ориентированные, возможно, на пояс Ориона. Это открытие перевернуло наше представление о древних астрономах. Мы привыкли думать, что сложные астрономические знания появились гораздо позже, но люди Напта-Плая уже наблюдали за звездами и, вероятно, использовали этот круг для ритуалов или календаря.
Что делает эту находку особенно интересной, так это ее контекст. Напта-Плая тогда не была пустыней. Ежегодные наводнения создавали озеро, вокруг которого кипела жизнь. Люди разводили скот, охотились и проводили сложные ритуалы, о чем свидетельствуют захоронения животных – коров, овец и коз. Но когда климат стал суше, озеро исчезло, и люди покинули это место. Каменный круг остался немым свидетелем их культуры. Это заставляет задуматься, сколько еще таких мест скрыто в Сахаре, где люди пытались оставить свой след, прежде чем природа стерла их с лица земли. Еще одна удивительная находка – потерянная река Таманрасет. Сегодня Сахара кажется бесплодной, но когда-то по ней текли могучие реки. Спутниковые снимки показали следы огромного водосборного бассейна, который был 12-м по величине в мире. Эта река, возможно, высохла всего 5000 лет назад, что по геологическим меркам совсем недавно. Ученые нашли речные отложения и даже подводный каньон у побережья Мавритании, который река пробила миллионы лет назад. Это открытие заставляет переосмыслить историю Сахары. Если здесь текли реки, то какие цивилизации могли существовать на их берегах? Может, мы найдем следы городов или поселений, которые обратно были стерты песками? И как климатические изменения, которые уничтожили эти реки, повлияли на миграцию людей? Возможно, именно засуха в Сахаре подтолкнула древние народы к переселению в долину Нила, где позже возникла египетская цивилизация. Теперь давайте погрузимся в мир древних морей, которые когда-то покрывали Сахару. В Китовой долине, Вади Аль-Хитан, в Египте палеонтологи нашли окаменелости китов, живших 37 миллионов лет назад в океане Тетис. Эти скелеты длиной до 15 метров – настоящие сокровища, потому что они рассказывают, как киты эволюционировали от сухопутных млекопитающих до морских гигантов. Рядом с костями китов находят зубы огромных акул, что рисует картину древнего океана, полного жизни и опасностей. Но киты – не единственные морские обитатели, найденные в Сахаре. Махимозавр Рекс, 9-метровый крокодил, живший 120 миллионов лет назад, был настоящим морским монстром. Его находка в пустыне – это как парадокс. Крокодил в самом сухом месте на Земле. Махимозавр охотился на черепах, рыбу и, вероятно, поедал падаль. Его домом была огромная лагуна, соединенная с океаном Тетис. Это напоминает нам, насколько драматично изменилась наша планета. То, что было океаном, стало пустыней, а кости морских чудовищ теперь лежат под палящим солнцем. И, конечно, нельзя не упомянуть спинозавра, крупнейшего хищного динозавра, найденного в Сахаре. Этот гигант, живший 95 миллионов лет назад, достигал 16 метров в длину и имел уникальный парус на спине. Спинозавр был полуводным динозавром, что делает его уникальным. Его плоские ноги были приспособлены для гребли, а ноздри располагались высоко на морде, чтобы он мог дышать под водой. Представьте, огромный хищник, чей парус торчит из воды, словно плавник акулы. Это был настоящий кошмар древних морей. Интересно, что первые кости спинозавра, найденные в начале 20 века, были уничтожены во время Второй мировой войны. Только в 2014 году в Марокко нашли новые окаменелости, которые позволили ученым восстановить его облик. Это пример того, как наука преодолевает препятствия, чтобы раскрыть тайны прошлого. Сахара хранит не только древние кости, но и следы человеческих трагедий. В 2012 году в пустыне нашли истребитель Curtiss P-40 Kitty Hawk, потерянный в 1942 году. Пилот, сержант Деннис Коппинг, исчез, и его судьба до сих пор неизвестна. Самолет, почти не тронутый временем, стал своего рода капсулой времени, напоминая о хрупкости человеческой жизни в суровых условиях пустыни. А в Нигере, на участке Габера, палеонтолог Пол Серено нашел крупнейшее человеческое кладбище в Сахаре, датируемое 10 тысячами лет назад. Здесь жили люди кифийской и тенрианской культур, которые охотились, рыбачили и создавали украшения из костей. Некоторые захоронения поражают. Один человек был похоронен с головой в горшке, другой так на панцире черепахи. Эти ритуалы говорят о сложной культуре, но их смысл остается загадкой. Почему они хоронили так? Что значили эти обряды? Сахара молчит, оставляя нам лишь фрагменты прошлого. Что делает Сахару такой уникальной, так это ее способность сохранять. Отсутствие растительности и минимальная эрозия превращают пустыню в идеальный архив. Но она же и скрывает. Пески могут прятать целые города, реки или даже следы внеземных гостей.
Каждая находка — это шаг к пониманию того, как менялась наша планета, и как люди, животные и даже динозавры адаптировались к этим изменениям. Сахара учит нас, что ничто не вечно. Цивилизации исчезают, моря высыхают, а пески поглощают все. Но в то же время она напоминает, что прошлое никогда не уходит полностью. Оно ждет, когда мы найдем его и зададим новые вопросы. Как думаете, что еще скрывает Сахара? Может, следы неизвестной цивилизации или новый вид динозавра? Напишите в комментариях свои мысли. И не забудьте поставить лайк и подписаться, чтобы не пропустить новые путешествия в мир загадок. Спасибо за просмотр, друзья, и до новых встреч!